Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу ответить на самый часто задаваемый вопрос: с чего начать делать елочные игрушки, в данном случае шары в бархате, и какие инструменты и материалы нужны будут на первом этапе. Я буду рассказывать на основе своего опыта и очень надеюсь, что информация, которой я поделюсь, будет для вас полезна. Также отвечу на все ваши вопросы. Приятного просмотра и начнем. Первое, с чем вам нужно определиться, это с какими заготовками вы будете работать. Я использую для шаров в бархате пенопластовые заготовки различного диаметра. И сразу хочу вам указать на один момент при выборе таких заготовок. После новогодних заказов заготовок у меня не осталось, поэтому буду показывать на примере пасхального декора. Это яйцо и шар пенопластовый диаметром 7 см. Подложу бархат, чтобы камера сфокусировала и вы увидели разницу. Итак, данный шар — это пенопласт плохого качества, а яйцо хорошего качества. В чем же разница между этими пенопластовыми заготовками? Разница в цене и, соответственно, в качестве. Также эти заготовки отличаются по внешнему виду пенопласта. Так вы сможете определить, какого качества пенопластовая заготовка. На заготовке шар пенопласт прорисовывается большими зернами. Он легко вдавливается, и когда вы будете закрывать шар бархатом, он может просто расколоться напополам. На заготовке яйцо пенопласт прорисовывается мелкими зернами, соответственно, качество его лучше, так как он плотнее. Благодаря этому при нажатии он не вдавливается, и когда вы будете закрывать эту заготовку бархатом, можете быть спокойны, она не развалится напополам. Все заготовки представлены всегда в разных диаметрах. Самый распространенный диаметр шаров в бархате — это 8 см. Затем по спросу идет диаметр 7 см, а вот шары диаметром 10 см заказывают редко. В основном по одной штуке в подарок, как коллекционный, либо же на большую елку несколько штук. Также заготовки пенопластовые представлены еще в нескольких вариантах. Это сердца, звезды, сосульки, но я в основном использую только шары и иногда сердца. А для создания елочных игрушек для разнообразия я заказываю пластмассовые цельные и разъемные заготовки. Итак, вы купили заготовки, и что же вам понадобится дальше для работы? Чтобы закрыть пенопластовую заготовку бархатом, вам понадобится подготовить ее к началу работы. На всех пенопластовых заготовках есть швы, и я советую прорезать этот шов канцелярским ножом. Уточню еще один момент, что важно этот шов не делать слишком глубоким, так как вы будете продевать в него бархат с помощью какого-либо инструмента, и из-за этого шов еще увеличится. Поэтому, если сделать шов более глубоким, вы можете просто повредить заготовку. Заготовка подготовлена для работы, и следующий этап: вам нужно купить бархат в какой-либо цветовой гамме. И здесь я советую на начальном этапе купить бархат в самых распространенных цветах, при этом учитывая цветовую гамму наступающего года. Самые распространенные цвета бархата из года в год — это синий, красный, серый, изумруд и белый. А теперь на примере наступающего 2023 года, это будет год кролика, будут учитываться такие цвета, как красный, розовый, фиолетовый, синий, темно-желтый, белый и темно-коричневый. И теперь эту информацию вы обобщаете, и я советую на начальном этапе купить бархат в 5 цветах. Также еще хочу уточнить, что бархата существует несколько видов. На этом подробно я останавливаться не буду. У меня на канале есть видеообзор, как выбрать бархат. Посмотреть можно его по ссылке вверху. Итак, вы купили бархат, заготовку, канцелярским ножом проделали шов, и теперь вам нужно выбрать инструмент, которым вам будет удобно запихивать бархат в этот шов. Я использую вот такую отвертку с плоским концом. Вы же выбираете инструмент, которым вам будет удобно работать. Посмотреть, как обтянуть шар бархатом, можно по ссылке вверху. Далее из инструментов вам понадобятся ножницы.
ножницы, желательно несколько видов и хорошего качества. Маленькие ножницы я использую для разрезания цепи со стразами. Ножницы побольше я использую для разрезания бархата, атласной ленты, кружев и тесьмы. Также необходимым инструментом для работы является сантиметровая лента. Также понадобится простая линейка, у меня 30 сантиметров, я ее использую в основном для изготовления шаблонов. Шаблоны я делаю сама из простого картона. На канале у меня есть видео, как обтянуть сердце бархатом, ссылка вверху. Для шара диаметром 7 сантиметров потребуется шаблон диаметром 11 сантиметров. Для шара диаметром 8 сантиметров потребуется шаблон диаметром 14 сантиметров. Для шара диаметром 10 сантиметров потребуется шаблон диаметром 18 сантиметров. Итак, вы закрыли шар бархатом, и какие ваши следующие действия и что для этого понадобится. На данный момент у меня нет чистой заготовки, поэтому покажу на примере этой. Далее, что нужно сделать, это закрыть некрасивый шов на шаре и добавить крючок. Я это делаю с помощью горячего пистолета и клея. Для этого пистолета я использую клеевые стержни диаметром 0,7 мм. Для закрытия швов я использую вот такую тесьму шириной 0,5 мм в золотом и серебряном цвете. И в основном эту тесьму я использую, когда декорирую шов нецельным материалом, например, как вот эта декоративная лента. Она сквозная, соответственно, все равно будет виден шов, а так вы его перекроете, и шар будет смотреться более аккуратно и красиво. А если вы используете цельный материал, например, вот как этот, Шанель, либо косичка, тогда, в принципе, обычной тесьмой можно не перекрывать шов, так как благодаря использованию горячего клея и цельности материала шов вместе с бархатом будут хорошо держаться. После того, как мы решили, чем закроем шов на шаре, нужно добавить крючок. Для этого я советую использовать металлизированный шнур в золотом либо серебряном цвете, так как они смотрятся аккуратно и на елке почти не видны. На один крючок я использую длину 16 сантиметров. Далее нам нужно сделать красивый бант на переднюю и обратную сторону шара. Для этого потребуется атласная лента, я использую ширину 5 сантиметров. Также понадобится тесьма шириной 0,5 мм, о которой я говорила ранее. Я ее использую для сборки и дополнительного укрепления бантов. Также она служит основой для декора на бантах. Все части бантов и декор на них я клею с помощью горячего клея. Поэтому такая тесьма служит дополнительной сцепкой между декором и атласными бантами. И на начальном этапе я советую приобрести атласную ленту в белом и в каком-то бежевом либо светло-кофейном оттенках. Также купить атласную ленту под цвет бархата, который вы уже приобрели. И здесь я хочу поделиться, скажем так, своим опытом и небольшим советом. Ленту и бархат, которые я приобретаю, из них я отрезаю вот такие кусочки и пополняю свою палитру. Эту палитру я всегда беру с собой, когда иду закупаться бархатом и атласными лентами. С этой палитрой я всегда быстро нахожу нужный мне оттенок ленты, так как иногда по номеру они не совпадают. Это происходит из-за того, что под одним номером производитель выпускает несколько оттенков лент. И еще это удобно, когда вам нужно подобрать к определенному оттенку бархата нужный вам оттенок ленты. И благодаря вот этой своей палитре вы очень сильно сэкономите время, а это важно. Для создания бантов помимо атласной ленты, тесьмы и клея понадобится нитка с иголкой. Также зажигалка, чтобы обработать края ленты, чтобы впоследствии она не расползлась. Посмотреть подробно, как сделать бант на шар, можно по ссылке вверху. Ну что же, шар почти готов, теперь осталось его задекорировать. Здесь предстоит, конечно, тяжелый выбор из этого всего многообразия, но я вам расскажу то, что вам понадобится на начальном этапе. Все ссылки на материалы я оставлю в описании под видео. Для начала я советую научиться декорировать шары стразами в цапах. Для этого я советую приобрести по одному миксу в золоте и серебре. Так у вас сразу будет в наличии много страз различной формы и диаметра. И по ним вы научитесь делать различные узоры на шарах. Также можно приобрести стразы в цапах диаметром 4,3 мм по одному виду. Еще я советую сразу купить цепь со стразами, мотками в золоте и серебре.
серебре. Цепь со стразами расходуется быстро и ее много не бывает. Также советую купить вот такие стразы в золоте и серебре, которые клеются с помощью стилуса. Так на начальном этапе вы будете наращивать свой опыт, и у заказчиков будет выбор в елочных игрушках. И напоминаю, что весь декор, который вы покупаете, приобретайте всегда в двух вариантах – в золоте и серебре. И теперь переходим к кабошонам. На начальном этапе я советую приобрести несколько видов подвесок и кабошоны в обычной форме. Это квадраты, круги, либо лошадиный глаз. По размерам и формам я останавливаться подробно не буду, дабы видео не затягивать. У меня на канале есть подробный видеообзор на эту тему, посмотреть можно по ссылке вверху. Впоследствии ваши запасы будут пополняться благодаря новым заказам, либо же вы сами захотите расширить выбор. Поэтому на начальном этапе я не советую покупать сразу разнообразные формы и яркие цвета, так как сначала вы должны научиться работать с простыми формами и делать все это аккуратно. И чтобы ваш декор получался аккуратным, для этого потребуются инструменты и хороший клей. Маленькие ножницы для обрезки цепи со стразами, пинцеты двух видов с тонкими концами и с толстыми. Также для мелких страз я советую использовать стилус. С помощью стилуса можно клеить стразы в цапах до 5 мм. И еще, когда я проклеиваю цепь со стразами, я использую эту отвертку. Очень удобно. И остался еще один последний материал, без которого работа не пойдет. Это клей. С клеем уху я еще не работала, поэтому по нему еще пока ничего не могу сказать. Поэтому советую для декорирования елочных игрушек использовать клей B6000 Антонио и клей B7000 Сухун. Эти клея мои фавориты, я уже работаю с ними много лет, и они еще меня ни разу не подвели. Более подробный видеообзор про клея можно посмотреть на моем канале. Ссылку на видеообзор по клеям, также на видеообзор по клеевому пистолету Дремель я оставлю в описании под видео. И на сегодня это все. Я очень надеюсь, что ответила на ваши вопросы, и видеообзор был для вас интересным и полезным. Если у вас появились новые вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!